Сергей Иванов. Ну никак ваш мастихин не заходит для конструктива. Не заходит. Понятно, что все собрать с холста лучше не придумано, но вот как его поженить с кистью непонятно. У мазка кисти есть фактура, рисунок. И чем хуже кисть, тем он наряднее. Я, кстати, очень люблю такие вот. Но не всегда такой вот этой штукой можно сделать порядок. Но, кстати, я заказал сейчас такие козьи кисти, плоские, флицевые. И попробую. Мне очень понравилось козьей кисточкой. Во-первых, темперы работать. Вот посмотрите на мои работы темперы. Они такие залихватские. Вот это как раз эффект случайности, который кисточка делает. Но, тут есть одно но. Ты держишь рисунок внутри, много замешиваешь краски и касаешься холста или там бумаги легко. Это ключевая штука. Легко. И тогда получаются вот эти вот пропуски, такие вот случайные пятна, заливки. Ну ладно, дальше. А вот на фоне этой красоты глянцевые гладкие пятна от мастихина смотрятся как бездонные дыры в работе. Я абсолютно согласен с вами. Писать всю работу мастихином как вариант, но это совсем упрощать, и не только сюжет, но и исполнение. По-разному можно касаться. И кисточкой, и мастихином. Попробуйте взять краску на мастихин, но касаться легко. Почти вот, ну легко, едва-едва. Тогда же получится тоже элемент случайности. Я люблю это создавать. То есть это не значит, что ты мастихином делаешь сочный мазок, такой масляный бутерброд, колбаску, сырок. Нет, легко касаясь, как будто в приглядку сахар. Знаете, как клали вот сюда, значит, на хлебушек сахар и кушаешь, и в приглядку, а сахар нет. Так и здесь, легко касаясь. И все получится, будь здоров. Так что попробуйте. Людмила Water. Спасибо, интересно, как всегда. А вот связано ли понятие прожухания картины, ну, краски, да, с тянущим грунтом? Ну, думаю, что связано. Прожухание происходит, как я понимаю, лучше к реставраторам обратиться, скажите, из-за неравномерности грунта и неравномерности количества льняного масла в краске. То его много, то его мало, какие-то тюбики обильно, аж вытекает все с палитры. Поэтому Фешин клал, выдавливал из тюбика краску на картонку, ну там на бумажку, на газетку, на картонку, чтобы масло из краски все туда впитывалось. И его было, видимо, много раньше. Так вот, в разных красках разное количество этого льняного масла, и вот оно, ну, гулять по холсту. То много, то мало. Там, где его мало, естественно, впитывается и втягивается все в тянущий грунт. Там, где его много, он не успевает, видимо, остается. Получаются пятна такие. Где-то блестит, где-то не блестит. Но если тянущий грунт и качественное масло используются, ну, масляной краски, то эффект матовости, равномерности, в общем-то, обеспечен. Это нельзя назвать пожуханием. Это все матовое, но есть цвет. В прожухлой краске я наблюдал, что куда-то цвет исчезает. Но подтвердите, кто с этим сталкивался. Как будто бы хочется лаком покрыть. А здесь нет. Здесь все в порядке. Может, я что-то не понимаю, но мне очень нравится писать на тянущем грунте. Пожухание, я вот как-то не знаком с этим в этом случае. Елена Шарецкая. А вот если на тянущий грунт смазать остатки краски с палитры и писать не сразу, то по подсохшему маслу уже становится скользко, и матовости не получится. Ну, спасибо, Вячеслав, за ваши советы. Нахожу в них много ответов на свои вопросы. Спасибо вам, что смотрите. И ставьте закорючки, крестики, лайки. Опять же, вопросы. И очень рада, что когда-то вы приезжали на выставку «Арт Пермь», и я с вами там познакомилась. Сергей Казук обещает «Арт Пермь» устроить юбилейную в апреле месяце. Недавно прислал письмо, ждет, что я приеду. Пока что мы с ним в переписке.
Если все сложится, то приеду еще к вам. Ну так на тему скользко, да, матовости по подсох. Ну да, я люблю, в общем, остатки краски делать такую имприматуру на холст, замазываю. Постепенно у меня эти холстики накапливаются, я по ним потом пишу. И кое-где оставляю вот эту имприматуру, не все прописываю. И это служит такой объединяющей средой. Вообще для чего нужна имприматура? Чтобы объединить все. А поскольку замазываю разными цветами, ну, в основном серой, то она как раз объединяет. Но лучше, конечно, имприматуру подготавливать, наверное, одного цвета. Можно просто тряпочку, я не знаю, вот ватный тампон, я не знаю, с индийской желтой, например, с охрой. Ну, что там у вас есть, желтые? Разные, можно все прокрыть. Перед тем, как писать, хорошо бы, конечно. Вот чуть-чуть там за час она немножко так втянет, и потом шикарно. А вот по такой имприматуре, которая уже постояла денек-второй, но писать тоже хорошо. И у меня нет проблем. Также она, может быть, чуть меньше втягивает, но все равно очень приятно. Так что нет такой борьбы жуткой, как по акриловому грунту. Нет, очень писать приятно. Ну, если у вас какое-то другое впечатление, другой опыт с такой имприматурой, да, с фузяшной, то напишите, пожалуйста. Интрамарин. Я столкнулась с тем, что несколько работ треснули на подрамнике, но там, видимо, слишком плотный слой грунта был. Сейчас я осторожно отношусь к грунтовке. Стало все-таки покупным для подрамников пользоваться. Когда холст на арголите приклеен, там и правда без разницы. Но если речь о натяжном холсте, как вы с этим справляетесь? Очень тонкий слой грунта или что-то пластифицирующее можете добавлять? Ничего я не добавляю. Действительно, я стараюсь вот этот вот грунт, ну не грунт, краску водоэмульсионную, как она называется? Латексная водно-дисперсная краска. Значит, тонко. Если она уже там подзастыла, с водичкой размешать, чтобы тонкий был слой грунта. Прям, ну вот флейцем прям вот втираешь его, чтобы вот максимально тонко. И если грунт, если эта краска хорошая, качественная, я покупаю иностранную, то с одного раза достаточно, и можно писать. И я практически покупаю холсты покупные часто, и до грунтового один раз вот этой краской, водоэмульсионкой. И писать очень приятно. И меня всегда беспокоит, вот если ранее написанную работу натягивать на подрамник, как сильно надо тянуть. Ну, адекватно, конечно, чтобы не порвать. Бывают разные плотности холсты, и бывают очень нежные. Натяжителем смотрите, чтобы не до дырки. Адекватно. Тут опыт подскажет вам. Порвете пару холстов, потом будете аккуратнее. НН. На холсте, покрытом поверх акриловой грунтовки, водно-дисперсной латексной краской, можно писать темперы? Вы пробовали? И вообще, чем лучше, по-вашему, грунтовать холст для темперы? Ну, вот как раз вот этим пробовал. Но я пробую как предварительный такой слой темперы прокрашиваешь. Иногда можно... Один художник, мой знакомый, он берет только черную с белилами и прокрывает, вот, чтобы в тоне, да, заработало. Ну, делает такую гризаль черно-белую, а потом работает уже маслом. И вот такой вариант есть. Писать хорошо, нормально, по вот этой водно-дисперсной латексной краске. Я бы рекомендовал так. Если какие-то есть еще предложения, то посоветуйте друзьям. Но поскольку я все-таки работаю больше маслом, а темперы по бумаге, по холсту мне не очень нравится. Все-таки масло, у него больше возможностей. Фактуру можно создать. Темперы тоже можно создать. Фактуру, да, такой мазок жирный. Но масло богаче. Поэтому я, конечно, все-таки за масло. Есть мнение, что клей бустилат хороший грунт для темперы на картоне. Я этого не знаю. И его можно заменить клеем ПВА. Нужно ли клей разбавлять водой, ведь он очень густой. Если да, в какой пропорции, чем лучше покрывать поверх для белизны.
Но мой знакомый Саша Горбиков прям картонки брал и покрывал ПВА. Да, жидко на глаз разводил водой, чтобы оно было не очень... Ну, оно все равно пластичное получается. Даже если вы ПВА не очень-то разбавите, это пластичный клей. Ну, чем потом до белизны. Он писал прямо вот цвет картона такой вот, знаете, такой сероватый, такой охристый. И оставался, и он объединял этот цвет картона. И ничем он не покрывал, прям писал темперы, замечательные работы есть у него. Чем потом до белизны довести. Водоэмульсионка, я думаю, это самый лучший вариант. Но по картону даже можно и акриловым грунтом прокрыть. И оно, поскольку картон, я думаю, что будет тянущий эффект все равно сохраняться. Ведь же есть акриловые грунты матовые. И я еще до них не дошел, чтобы просто протестировать. Если кто-то пробовал, например, на предмет его тянущих способностей, да, матового, акрилового, напишите, пожалуйста, какой купить. Я тоже с удовольствием протестирую, попробую. Спасибо большое. Онлайн-школа живописи работает. Заходите на погляд. Посмотрите анонс для примера. Каждый урок снабжен такими анонсами. Можете зайти на сайт, проверить, подобрать себе необходимый. Давайте расти вместе, будем карабкаться к мастерству, несмотря ни на что. Как преодолеть страх в живописи? Я пишу 5 этюдов вот в эфире, в этом видео, и показываю, что все те зажимы, вот получится, не получится, они постепенно уходят, если вы применяете некоторые методы. Да? Ну вот первый из них это взять, да и не писать на больших холстах, а писать на маленьком формате, да еще так приличной кисточкой. Вот этот даже метод не позволяет вам увязать в бесчисленных деталях, а писать, мыслить обобщенно, мыслить, видеть широко, и просто этот маленький формат, он вас настолько дисциплинирует, что у вас нет возможности писать, ну что, мелкой вообще волосяной кисточкой разве что тыкать. Но вы постепенно приучаетесь писать целостно. Это только один из приемов. Об остальных вы посмотрите в видео.